Привет! Меня зовут Мари Атлас, и кто еще не понял, я певица. И сегодня у нас обзор Bentley Bentayga. На совершенно крутой площадке, которую нам предоставил наш друг, это гольф-клуб Links. Здесь невероятно красиво, но о нем чуть позже. А сегодня мы делаем обзор вот этой красотки. Посмотрите, какой цвет! Это не просто цвет, не просто белый или какой-то там бежевый. Называется он Old White British. Сегодня обзор у нас будет не совсем простой, не такой, к которому вы привыкли, потому что только ленивый не снял обзор про Bentley Bentayga. Обзор будет делать певица, поэтому с точки зрения ходовых характеристик, конечно, но еще с точки зрения эстетики, что для меня очень важно. Почему именно эту тачку я выбрала для себя? 4 литра V8. Почему V8, скажете вы? Ведь V12 гораздо круче. Но, ребятки, замечу, что V12 имеет как преимущество, так и ряд недостатков. Во-первых, V12 прибавляет к этой красотке плюс $100, в смысле $1000. Во-вторых, V12, ну как вы уже знаете, вы это типа мальчики, кто смотрит, он тяжелее, чем V8. Поэтому при резких маневрах и при спортивной езде, как я люблю, это может не очень хорошо сказаться на поворотах. А также мотор V12, он, конечно, крутой, он добавляет мощи, но в нем, естественно, больше цилиндров, больше поршней и всего остального, что создает гораздо больше трения, и для этого нужно, помимо того, что больше энергии, так еще и масла до хрена. Представляете? Ну, он ест больше. Поэтому V8 оптимальный вариант. Кстати, сейчас его устанавливают и на спортивных РС-ках, и Поршаки, и все остальные. Итак, сейчас покажу изнутри моего красавчика. Точнее, нет, мою красотку, я же все-таки девочка. Где она открывается? Первый вопрос, которым я задалась как эстет. Почему? Ну почему? Уважаемые производители машин, особенно люксовых, не могут сделать капот с кнопки, чтобы он открывался так же, как и багажник. Потому что, ну ладно, сейчас лето, а зимой я порчу ногти, и у меня грязные руки, и я не могу найти, где он открывает. Костя, я реально не могу найти. О, нашла. Таки да. Нет, я, конечно, понимаю, что это очень безопасно, чтобы он открывался именно вот так. Но, пожалуйста, производители, придумайте что-нибудь для девочек, для ногтей, для красивых ручек. Перчатки белые не подходят, они есть не всегда. Так вот, так красивенько. Он выглядит изнутри. Горячий. Как латинские мужчины. Так вот, по поводу V12 и V8. Конечно, V12 крутой. Чем? Он добавляет, помимо того, что мощи, у него очень красивое звучание, такой благородный рык, ну и 900 ньютонов на метр. V8, конечно, поскромнее, 700, но бывалые знают, что раскрутить-то его можно до 1000, так что тут соу-соу. Вот так вот моя красоточка выглядит изнутри. Погреться зимой прям отлично. Ну что, поехали дальше. Что для меня очень важно, как для артиста, так это, конечно, вместительный багажник. Он здесь супер вместительный. Тут у меня чего только нет. И всякое оборудование, и микрофон, в который я таки пою, и куча-куча всего. Здесь был еще чемодан, но я его специально достала, чтобы вы могли оценить масштабы. Так вот, только ленивый не сказал, что тачка на базе ваговских машин. Боже, какая грязная. Ну так можно и сказать, что и Колян, ну так-то на базе X7, но что-то никого это не парит. Что бы я хотела сказать по поводу того, что это ВАГ? Это супер. Во-первых, это проверенная платформа. А самое главное, что люксовые тачки, на то и люксовые, что от платформы берут самое лучшее. Поэтому оно и стоит так до хрена. Что касается, опять же, вагонской платформы. Все, конечно, классно, но в этой тачке многое сделано вручную. Ну, почти все. Потрясающий салон, абсолютно. Посмотрите, ну какая красота. Люди мучились, здесь обшивали, а кто-то обсирает. Ну, копите тогда.
Совершенно потрясающие деревянные вставки. Здесь сейчас не видно, будет темно, и мы увидим этот крутой шильдик на асфальте, который посвящен столетию Бентли. Я в восторге от салона и от качества кожи, потому что 90% моей одежды составляют джинсы. Так вот, вот эта кожа выдерживает синие джинсы год без химчистки она у меня. Год. Посмотрите, как все, в принципе, прилично. Например, рейнджик такого не выдерживает. Ох. Так вот, что самое главное, я забыла купить в этой тачке, ну, точнее, не совсем забыла, просто это стоит до хрена, это подножка. На эту тачку подножка стоит просто 400, та, которая электрическая, честно, я даже не спрашивала, просто побоялась. Но подножка это очень удобно, особенно когда ты на каблуках и зима, а электрическая подножка это просто кидалово на деньги. Потому что, ну, я, например, выскакиваю из машины быстрее, чем она может выехать. Это слишком долго, и она просто выезжает и пачкает тебе брюки. Также это не очень прикольно, если высокий бордюр, либо сугроб. Она в него упирается, не выезжает дальше, либо, ну, чаще всего ломается, если это какая-то гранитная история. Поэтому лично я вам электрическую подножку не рекомендую. Ох, я совершенно забыла сказать. И еще разок передать привет автоблогерше, которая снимает обзоры по этим машинам. Вы что-то слышали? Нет, я тоже не слышала. Потому что она говорила, что дверь закрывается слишком громко, и как в тачке за 300 тысяч дверь может закрываться вот так? А нахера так делать? Слышите? И я не слышу. Мои 50 килограмм вечно мерзнут. Поэтому для меня очень важно теплое сиденье, как быстро оно нагревается, и руль. Ну, помимо того, что он такой кайфовый, мягкий, кожаный, прошитый, но про это я уже сказала. Для меня очень важно, чтобы в тачке было тепло даже летом. Вот обдув мне не нужен, могу продать. Кому нужен обдув, продаю. Так вот, здесь, на мой взгляд, одна из самых крутых печек и самый интенсивный обдув. Такой был, наверное, разве что в 21-м Москвиче, там была лучшая печка. Хотя, по-моему, печка там только и была лучше. Так что, как-то так. Еще что для меня важно, как для артиста и для красивой девушки, это, конечно, не мятая одежда. Здесь Бентли вот для этого, вот эта штучка красивенькая, предусмотрена как раз для вешалок. Так вот, ни хрена не удобно. Ни одну вешалку я так сломала. Потому что не во всех она двигается, и ты вешаешь одежду, она висит вот так, закрываешь дверь, и пол одежды остается на улице. Это не очень удобно. Ну что, проверим эту красотку на ходу. И в ходу, и в удобстве. Вот тоже многие сравнивают подвеску и плавность хода с рейнджиком, с Кайеном, еще там с чем-то. А зачем? Но вот у меня был Кайен, и что я вам хочу сказать? Гораздо жестче тачка, он вообще какой-то нервный. По плавности хода именно на установке Bentley, потому что их здесь несколько: спорт, Bentley, комфорт и кастом, которые я не настраивала, я езжу в принципе на Bentley, меня вполне устраивает. Он и не слишком валкий, как на комфорте, и не слишком жесткий, как на спортивном режиме. Вот Bentley это идеально. Какие же здесь крутые и удобные сиденья, ребята, вам не передать словами. За раз я проехала на этой тачке 4000 километров, и моя спина осталась довольна. А это для меня главный показатель. Потому что в остальных машинах за 600-700 километров я очень устаю, и спина начинает реально болеть. Поэтому эта тачка на дальние расстояния просто вау и мой выбор. Что здесь классно для меня, так это то, что здесь очень крутая шумоизоляция. Лучше только в Куляне. Колян, как я его называю. Здесь датчики слепых зон, но в принципе все как в нормальной люксовой тачке, очень безопасно. Что еще классное конкретно в этой машине?
Здесь запатентованная система, и она единственная в мире. Называется она, не произнесу сейчас по-английски, с английским у меня не очень, Dynamic что-то там Control. То есть ее не кренит. На поворотах очень комфортно себя чувствует и водитель, и пассажир. Отлично держит дорогу, отличный приемистый руль. Но на спорте, кстати, мне нравится больше, потому что он становится жестче гораздо. Но это на любителя пожестче. Так тоже нормально. Что для меня очень важно еще, это система ночного видения. Так как я в тачке провожу много времени и очень люблю ездить на дальние расстояния, система ночного видения реально помогает в дороге очень. Здесь большие диски, большие суппорта, 22-е колеса. И я точно знаю, даже со скоростью 230, когда она остановится. То есть для меня это важно, это контроль машины, контроль движения и безопасность. За тормоза им отдельное спасибо, потому что, например, в рейнджике они после скорости 120 перегреваются. Но об этом я расскажу в следующий раз. Что еще здесь кайфового для меня, как для певицы, это звук. Все свои треки новые, все песни, все демки я проверяю, включая их в машине. Если в этой тачке это круто звучит, значит оно будет звучать круто везде. Кстати, многие говорят, что как в тачке за 300 тысяч вот тут все осталось такое старенькое, такое же, как в Audi. Но сейчас вышло новое, точнее рестайлинг 2020 года, здесь все обновили. Но я думаю, аналоговые люди меня поймут. Я вот от этих штук вообще кайфую. Вот. Это чтобы не дуло. Да. Они еще воруются, потому что они выкручиваются. Для тех, кто не знал, можно своровать. Да, я ее выкручу и кладу в карман. Никому не говорите об этом, пожалуйста. Так вот, что еще мне здесь нравится, это вот моя черная дыра. Я это называю черная дыра, потому что я кладу сюда всякие всячины и гадости, и как только рука туда попадает, она сразу все находит. Так что как-то так. По поводу того, что говорят, вот опять же, ВАК, не ВАК, там на той платформе, на этой платформе. Знаете, что я вам хочу сказать? Это вот как с бельем. Вот вы хотите девушке подарить белье, и у вас есть денежка. Вы не пойдете в Интимиссими, вы пойдете в Агент-провокатор. Тоже кружево, тот же шелк, но сделано по-другому, сделано ручками, сделано более качественно, сделано более дорого и стоит дорого. Бентли для тех, кто хочет что-то показать, если мы берем мальчика. Девочкам Бентли обычно дарят. Как-то так. Мы сменили локацию, чтобы показать вам еще больше интересного. И, кстати, очень мало кто уделяет внимание ночному освещению машины и внутри, и снаружи. Как далеко она светит, как хорошо видно. А также мы покажем вам прибор ночного видения, как он работает и что он в принципе дает. Посмотрите, какие охрененные 22-е колеса. На самом деле в базе она может продаваться и на 21-х. И на ходовых характеристиках 22-е колеса, я вам скажу по собственному ощущению, не сказываются, они ничуть не хуже. Она также мягко идет на установке Bentley или Custom или Normal. Но на 22-х она, конечно, смотрится гораздо круче. На 21-х такое себе, как будто денежек не хватило. Мало кто знает, что хромированные детали у Bentley очень сильно подвержены коррозии. Поэтому они меняются в любом Bentley на весь срок службы без ограничений, потому что там знают, что у них вот здесь косячок. Кстати, сейчас владельцев именно этой модели активно обзванивают. А знаете почему? Потому что меняют топливную трубку. Оказалось, что они придумали новый разъем. Просто потому что у кого-то она отвалилась. Так что я поеду менять. Если мне не дадут подменную Bentley, я буду ругаться. Интересно, удобно ли сзади сидеть пассажирам? Честно говоря, я не задавалась этим вопросом, потому что я не для них тачку покупала. Но давайте это проверим. Где солнце? Куда ты дел солнце? Да какая мне разница, удобно или нет? В каком магазине купил? Скажи, какой-то аксессуар модный? Или это просто хвост от чего-то? А ты пальцем проведи и попробуй.
Итак, удобно ли все-таки пассажирам, которых я не вожу, сидеть сзади в машине? Ну, вы знаете, мой рост 169, в принципе, если вы не баскетболист, то нормально. Не, нормально, нормально, можно еще откинуться. Ой, божечки. Так, в принципе, неплохо. Здесь что еще есть лично у меня? За мониторы, которые должны здесь быть, я не стала платить отдельных денег, потому что, ну, кто их будет смотреть? Мне лично некогда. Но здесь есть очень удобные столики. Можно поставить ноутбук или что-то еще. Главное, не кофе. И не алкоголь. В принципе, здесь раздельный климат-контроль. Только ленивый не сказал про эти замечательные пепельницы. Вот мне они вообще тут были не нужны, но они тут есть. Из нержавеющей стали. Но это очень классная штука. Ей удобно бить. Особенно вот этой частью. И прямо в глаз. На самом деле, полезная хрень. Рекомендую. Она у вас все равно будет. А теперь давайте посмотрим, как же Бентайга живет ночью и как чувствует она себя на дорогах. Ну кто, если не я? Моим мойщикам привет! Слева он там. Ага. Класс. Ну что, стемнело. Самое время пить дома вино. Но мы покажем вам Бентлик в ночное время, в темное время суток, а также покажем, как работает система ночного видения. Это Bentley Safeguard. И много всяких интересных штук. Вы видите, что система ночного видения работает прикольно, потому что всех людей и вообще животных, живых существ, это что-то между, она подсвечивает вот так. И система Bentley Safeguard, это туда же все входит. Соответственно, она начинает кричать и оповещать о том, что приближается живое существо, избивать его не надо. И, соответственно, начинает притормаживать. Пешеход! А, блин! Ой. Я догоню велосипедиста. Смотрите, вот где-то здесь велосипедист. Вот. Вы видели, как это работает? Вот такие вот у нас животные. Бентли видит, что это не живое существо, и поэтому я его не собью. А даже если собью, ему ничего не будет. Оператор у нас тоже не живое существо, поэтому мы их не сбиваем. Что мне нравится здесь больше всего, как девочки, это, конечно же, подсветочка салона. Это подсветка ног, подсветка дверей и всего-всего-всего. Но самое классное здесь, что можно выбрать настроение. То есть сегодняшний мут у меня какой будет? Желтый? Не, розовый. Не, вот этот. О, сегодняшний мут у меня голубой. Хотя нет, голубой не подходит нифига к этому салону, поэтому будет вот цвет Тиффани. Вот это мне нравится больше всего. Дорогие, спасибо, что досмотрели до конца. Мне очень приятно. На моем канале еще будет много-много всего интересного. И музыкальные видео, и разные обзоры. Кстати, пожалуйста, пишите в комментариях, что бы вам хотелось увидеть на моем канале больше. Понравилось ли вам, не понравилось. Лайки, дизлайки, все будет моему сердцу приятно. А вообще подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное. Задумок у нас еще очень много.